Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марсенкевич, всем добрый день. Декоммунизация энергетики. Когда ляжет энергосистема Украины? Борис Леонидович, мы часто читаем о том, что в одну подстанцию прилетело, во вторую подстанцию прилетело. Буштырский энергоостров хоронили раз 5, уже туда периодически прилетает. Оно все работает. Почему оно работает? Оно плохо попадают, плохо как-то быстро чинят. В чем секрет? Чинят, конечно, быстро. Не стоит забывать, что энергетики там люди наши, советские, собственно говоря. Может быть, там, конечно, молодежь появилась, но мне кажется, что так же, как и в России, ее немного. Умеют. Это если уж совсем так грубо. Если говорить, ну так, более общо, объединенная энергосистема Украинской Советской Социалистической Республики была гордостью советской энергетики, на самом деле. На всякий случай напомню, что именно через Украину шли линии электропередач, соединяющие единую энергосистему Союза Советских Социалистических Республик со странами Совета экономической взаимопомощи. Объединенная энергосистема «Мир» – самое грандиозное инженерное сооружение в истории человечества, начинавшееся в Западной Сибири и заканчивающееся где-то там в Румынии, или что у нас там самое западное было. Страны, правда, назывались по-другому. Польская Народная Республика, Германская Демократическая Республика, Социалистическая Республика, Чехословацкая Социалистическая Республика, Венгерская Народная Республика, Социалистическая Республика Румыния. Вот туда уходили линии электропередач. Сделано это было по инициативе тогдашних стран-союзников. Связано это было с тем, что 10 часовых поясов – это производственный фактор для тогда советской единой энергосистемы, сейчас для российской, но сейчас немножко покороче, поскольку Восточная Европа отпала. Удобнее всего, чисто географически, это было делать через Закарпатскую область, совершенно конкретно. Она граничит одновременно и с Чехословакией, теперешней Словакией. Страна разделилась с Венгрией, с Румынией, с Молдавией, с Польшей. Понятно, что именно здесь строились наиболее мощные линии электропередач класса 750 киловольт. И если посмотреть внимательно на схему размещения генерирующих мощностей, то можно обнаружить, что Ровенская, Хмельницкая, Южноукраинская атомная электростанция как раз в этом же регионе. То есть поближе к западной границе, с тем, чтобы обеспечить подачу электроэнергии нашим странам Варшавского договора, странам Совета экономической взаимопомощи. Да, я старый, я это еще помню. Страны стали другими, система особо не менялась, если не считать того, что по непонятным совершенно причинам исчезла линия 750 киловольт, уходившая в Польшу, все остальное на месте, все на месте абсолютно. И если вы внимательно почитаете сводки Генерального штаба Вооруженных сил России, то вы обнаружите, что как раз по Закарпатской области так много воздействий не осуществляется, так скажем. Понятно, что для нас табу воздействие на атомные электростанции. Лицензии на бомбардировку ядерных объектов имеют только 3 государства замечательных. Каждая из них прекрасная. Это Израиль, Соединенные Штаты Америки, отличившиеся бомбардировкой Ирана. И вот теперь киевский режим. Что это означает для нас? Воздействия на атомные электростанции 3 штуки на 9 атомных энергоблоков не будет. На что можно воздействовать для того, чтобы каким-то образом все это заставить выключить. Электроэнергия с атомных электростанций выходит через открытое распределительное устройство. Там есть выходы как для 750 киловольт, так и для 330. Те классы, которые используются на территории ныне подконтрольной киевскому режиму. Если говорить о восточном направлении, да, понятно, что в восточной части бывшей Украины электроэнергия вырабатывается с перебоями, так скажем, бесконечные взрывы кондиционеров и так далее, и так далее. То есть для того, чтобы надежно обеспечить центральную Украину и восточную, нужно в оптимальном режиме передавать электроэнергию с западной. Если говорить о том, на что можно воздействовать с тем, чтобы эта передача прекратилась, сейчас основные электростанции, подстанции, которые объединяют Запад и Восток Украины, это Чернобыльская, расположена в зоне Чернобыльской атомной электростанции, откуда приходит электроэнергия на столицу.
и Винницкая, класс 750-330. То есть, если они прекратят работать, будет разрыв системы на две части. В том случае, если украинские электрики после этого ничего делать не будут. Да, при некотором напряжении, при затрате времени и сил можно обойтись линиями 30-30 киловольт, в таком случае все будет работать по новой. Так что ждем новостей, собственно говоря, с севера, из Чернобыльской подстанции и с Винницкой. Если там что-то будет происходить, вот это будет уже достаточно серьезно, особенно в отопительный период. Первый момент. Второй момент. Ну, что такое электростанция? На всякий случай напомню, что во время блокады Ленинграда на расстоянии, допускающее артиллерийские удары, работала электростанция Невская. Немцы пытались ее уничтожить, ну, не только немцы, там знаменитая голубая дивизия, прибывшая из Испании, прекрасные финские специалисты. 3 года без остановок она продолжала работать. Надо отдавать отчет себе в том, что электростанция, вне зависимости от того, какие угольные, газовые, атомные, гидро, на территории Украинской Советской Социалистической Республики строились в условиях холодной войны. То есть в том числе они рассчитаны и на прямые удары всем, чем только можно представить. Это первый момент. Второй момент, ну, вот вы касались бурштинской электростанции, она работает и на газе, и на угле, общая мощность 2,4 гигаватта. Это несколько гектаров территории. Котлов там 24 штуки. Да, удары есть, какая-то часть выведена, дальше она работает без этих котлов, привариваются заплатки, и все начинается по новой. Мы наблюдали это и на наших территориях, в Донецкой, в Луганской народных республиках, как выглядит взятие под контроль электростанции. Сначала все, что можно отвинтить, отвинчивается и увозится. Это наши люди, они умеют возить все, что угодно, включая 200-тонные трансформаторы, потому что потом можно где-то прикрутить. Мне кажется, вот такое объяснение. Понятно, что работать по энергосистеме придется, никуда от этого не денешься, потому что по-другому остановить военно-промышленный комплекс Украины нельзя. Понятно, что при этом будет страдать и гражданское население, потому что отделить гражданских потребителей от потребителей, связанных с военно-промышленным комплексом, с оборонными предприятиями, невозможно. Ну, вот сколько это будет продолжаться, будем посмотреть. При этом надо отдавать себе отчет еще и в том, что за эти годы, начиная с февраля 2022 года, из стран Европы привезено несколько десятков тысяч малых генераторов, дизельных, бензиновых, каких угодно еще. В каком режиме кто там отключается, если мы не получаем новостей о том, что остановился водоканал, подача воды, забор воды вместе со всем ее содержимым, которое у нас из квартир вырывается, значит, как минимум, система водоканалов обеспечена автономными электростанциями. Запас там есть. Для того, чтобы все это работало, ну, необходимо как минимум иметь запасы дизельного топлива и бензинового, естественно. Ну, соответственно, вопрос. Нефтеперерабатывающие заводы на подконтрольной Киеву территории не работают, нефтепродукты поступают с запада, значит, надо следить за новостями, что там с мостами вокруг Одессы, вокруг портов, что там с мостами и железнодорожными тоннелями. Вот это может означать действительно огромную нагрузку для Украины. Ну и надо отдать должное, что отопительный сезон начался мягко. Украинские власти, насколько могли, оттягивали начало отопительного сезона. Немножко пришлось людям в квартирах померзнуть. Первые холода пришли вот сейчас, в самом конце декабря. Будем смотреть, как выдержит, не выдержит энергосистема, как работает Укрэнерго, как работает частная компания ДТЭК, которой принадлежит большая часть оставшихся в строю электростанций. Да, временное отключение, да, по графику, с тем, чтобы пусть не 24 часа в сутки, но хотя бы там 20, 16, 18, чтобы люди, предприятия, социальное здравоохранение и так далее, какие-то объемы электроэнергии получал. ДТЭК на государственном языке работает в телеграм-канале, можно следить за тем, как выглядят графики отключения. Сказать, что они бывают аварийные, это одно, есть плановые, то есть понятно, что для генерации для всех не хватает, значит, можно по кругу кого-то ограничивать с тем, чтобы соседи получали электроэнергию, но в случае очередных кондиционеров, ну, появляется еще и аварийное отключение. Ремонтируют достаточно быстро. Давайте отдавать должное, как бы мы ни относились к тем, кто трудится в энергетике, по-прежнему работают профессионалы, их, видимо, не призывают
действующие вооруженные силы. Ну, соответственно, вот этот старый костяк держит. А существует ли какая-то ахиллесова пята энергетики Украины? Вот что должно произойти, чтобы она прям ощутила что-то значимое? Ну, я уже частично ответил на этот вопрос. Это Чернобыльская подстанция, обеспечивающая столицу и окрестности, так скажем, и Винницкая, которая обеспечивает выход южноукраинской атомной электростанции, электроэнергия на ней вырабатываемая, туда, на центральную, на восточную Украину. Вот это единственное, что может разорвать, потому что генерирующие мощности на востоке Украины находятся в плачевном состоянии. Если не будет поступать для подстраховки электроэнергии с запада, ну, тогда будет действительно проблема. Но тот метод, который энергетики Украины выбрали для того, чтобы справляться с подобного рода проблемами, мы наблюдаем. Массовый отток населения, отдача тех территорий, которые не могут обслуживать другим специалистам. Специалисты рядом, они всегда рады помочь в трудную минуту. Если продолжать сокращаться, как шагреневая кожа, то всего будет хватать. В том числе и газа. Если перед отопительным сезоном говорили об одном объеме, сейчас нужно куда как меньше, потому что территории стало меньше, население стало меньше, промышленность стала меньше. Вот от такого способа защиты у нас мер воздействия просто нет. Если что-то не так, можно еще одну область отдать, и пусть Россия мучается. Мгм. Согласитесь, уникальный способ, у других стран такого нет. Это новинка в электроэнергетике. Я, конечно, про электроэнергетику, не про что-то еще. Борис Леонидович, пожалуйста, прокомментируйте, а как обстоят дела с импортом-экспортом электроэнергии из Украины и на Украину? Как там он? Есть что экспортировать? Есть что экспортировать. Экспорт продолжается, разумеется, не в таких объемах, как раньше, но он есть. Связано это как раз с работой атомных электростанций. Энергоатом, компания государственная, владеющая, управляющая оставшимися на территории подконтрольной Киеву атомными энергоблоками, работает так, как ее обучали в МАГАТЭ, так, как ее обучали в наших советских ядерных вузах. Атомный энергоблок чувствует себя нормально, когда у него нагрузка круглые сутки одна и та же. Чем ближе к 100%, тем лучше. Соответственно, ночью, когда спрос падает, есть возможность поставлять электроэнергию в Европу. Линии электропередач по-прежнему все целы, в том числе даже молдавский транзит. Через Молдавию электроэнергия может поставляться на территорию Румынии, из Румынии приходить обратно. Венгрия, Словакия, все на месте, Польша тоже на месте, все в порядке. По ночам, да, экспортируют. Да, это не очень хорошо чисто с экономической точки зрения, потому что импортировать приходится днем. Разница в тарифах дневном и ночном в европейских странах весьма и весьма высока. Соответственно, тот ночной экспорт, который допустим, он немножко снижает нагрузку по киловатт-часам, рассчитаться не удается, по деньгам не удается, но это с одной стороны, с другой стороны, собственно говоря, Европа и финансирует энергетику Украины, финансирует с хорошим запасом, что нам господин Минич показал, там всем всего хватает. Так что можно, наверное, и в таком режиме перебиваться. Тоже можно наблюдать за этим, причем в режиме онлайн. Есть такой не закрытый, даже без всяких хитростей, доступный сам сайт enso.e. Это Ассоциация компаний операторов объединенных энергосистем. Если до 2022 года, причем это не связано с действиями какими-то, запланировано было заранее, был синхронизирован с Объединенной энергосистемой Центральной Европы, УЦТЕ, аббревиатура, так называемый Бурштинский энергоостров, то в 2022 году наступила пора, и надо отдать должное, сумели реализовать синхронизацию всей Объединенной энергосистемы Украины с этой Объединенной энергосистемой Центральной Европы, УЦТЕ. Соответственно, никаких проблем с перетоками, синхронизация есть, значит, можно поставлять электроэнергию столько, сколько выдерживают линии электропередач. Они этим пользуются, если посмотреть на список основных поставщиков, Венгрия прежде всего. Достаточно большие объемы идут из Румынии, но там видно, что это зависит от погоды. Есть ветер, есть солнце, объемы экспорта растут. Темный штиль, поставки просто прекращаются. Румыния обеспечивает прежде всего саму себя, и на экспорт уходят только излишки. Ну и так далее. То есть вполне такой рабочий режим.
Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика. Инфо, ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.